Делаем домашнее задание по русскому языку как иностранному. Изучаем падеж 6. Посмотрим, как образуется форма шестого падежа у существительных. В форме шестого падежа у существительных могут быть окончания «е», «и» или «у». А еще два слова относятся к исключениям. Давайте разберемся в этой теме. Читаем правила из учебника «Русские падежи» на странице 28. Существительные в предложном падеже. Это значит существительные в шестом падеже. Род: мужской, женский, средний. Помните ли вы, как определять род существительных? Вспомнить это правило поможет видео номер 1 в этом плейлисте. Именительный. Кто, что. Предложный. Где, о ком, о чем. Именительный падеж – это падеж номер 1. В этом падеже стоят все слова в словаре. Это их начальная форма. А сейчас мы разберемся, когда надо прибавлять окончание «е», а когда окончание «и». Обычно в шестом падеже к словам прибавляют окончание «е». Например, институт в институте, музей в музее, портфель в портфеле, студент о студенте, студентка о студентке, школа в школе, письмо в письме, море в море. А когда прибавлять окончание «и»? Окончание «и» прибавляется к словам, которые оканчиваются на «и», «ия», «ие». Например, планетарий в планетарии, лекция на лекции, общежитие в общежитии. А еще химические элементы: палладий в палладии, бериллий в бериллии и другие. Окончание «и» прибавляется к словам женского рода, которые оканчиваются на мягкий знак.
Например, тетрадь в тетради. Сделаем вывод. Что в этом правиле нужно выучить? Добавляю окончание «и», если слово оканчивается на «и», «ия» или «ие». Добавляю окончание «и», если в первом падеже слово оканчивается на мягкий знак и относится к женскому роду. В других случаях добавляю окончание «е». Давайте изучим случаи, когда в шестом падеже прибавляется окончание «у». Читаем правила из учебника «Русские падежи» на странице 34. Запомните, некоторые существительные мужского рода имеют в предложном падеже после предлогов «в», «на», при обозначении места, а иногда и времени, окончание «у». Обратите внимание, окончание «у» прибавляется к некоторым существительным мужского рода после предлогов «в», «на», то есть в значении места и времени. Например, сад — в саду, угол — в углу, шкаф — в шкафу, лес — в лесу, Крым — в Крыму, берег — на берегу, аэропорт — в аэропорту, мост — на мосту. 1994 год. В 1994 году. Мои вещи лежат в шкафу. Наш шкаф стоит в углу комнаты. Летом мы работали в саду. Мы любим отдыхать в лесу и на берегу реки. В зале было много детей. Они сидели даже на полу. Машины стояли на мосту. А если вы поменяете предлог и значение, предлог «о» и значение «объект мысли», то окончание в этих словах
будет обычное «е». Например, сад о саде, Крым о Крыме и так далее. Вы спросите, а это весь список слов? Мой ответ – нет. Таких слов в русском языке более 50 штук. А помните, что в русском языке есть два слова, которые являются исключениями? Вот они – мать и дочь. Обратите внимание на форму шестого падежа о матери, о дочери. Сделаем вывод, что в этом правиле нужно выучить. Надо выучить некоторые существительные: сад, угол, шкаф, лес, Крым, берег, аэропорт, мост, год, потому что в шестом падеже в значении места и времени с предлогами «в» и «на» к этим существительным прибавляется окончание «у». В саду, в углу, на углу, в шкафу, в лесу, в Крыму, на берегу, в аэропорту, на мосту, в году. В шестом падеже в значении объекта мысли и речи с предлогом «о» к этим существительным прибавляется окончание «е». О саде, о лесе, о Крыме, об аэропорте. Надо выучить два исключения: мать о матери, дочь о дочери. Добавляю окончание «и», если слово оканчивается на «и», «ия» или «ие». Добавляю окончание «и», если в первом падеже слово оканчивается на мягкий знак и относится к женскому роду. В других случаях добавляю окончание «е».